«Помнишь, как мы тогда умерли?» – спрашиваю я внезапно для самой себя. Катя смотрит пристально и остро, пока в глазах не просыпается сознание. И еще бы только что она бодро жестикулируя вилкой рассказывает про свою работу, хобби, отношения друзей, про нее, что произошло за те 15 лет, что между нами была тишина. И то такое. Она машинально поправляет массивный кулон, за ним тщательно припудренный вертикальный рубец, как от операции. Надо бы спросить, откуда он. В ту ночь на дачах уточняет она так, будто для нас это было каким-то рядовым событием. Хотя я даже удивлена, что не было, с учетом того, как мы проводили досуг тогда с 17-летними дурочками с разбитыми сердцами. Не такие, как все, а разлива 2007-го, Макс Фарай, Уэллс и поиск своей зеленой двери в иные миры, Янка Дегевли и Башлачев, извлекаемые из струн старой гитары, дешевые коктейли. В ту ночь мы оказались в богом забытой деревеньке под Шатурой, где у Кати жила бабушка. Лето, каникулы, немного карманных денег. На электричку зайцем, зато оставалась на бухлишко. А мне с подработки еще и досталась бутылка шампанского. Решение ехать было спонтанным. Я городской житель, в нескольких поколениях ни разу не была в деревне, а Катя помнила ее как мистический край с чертями и болотными огоньками, а главное, где-то там была дача, где мог бы как раз сейчас проводить каникулы парень, из-за которого в статусе ВКонтакте у нее стояло все сложно. Мы предусмотрели все, кроме пункта «предупредить бабушку». Ключи были, и мы смогли обустроиться и переночевать, но поутру, увидев у себя на кухне две цветные макушки, бабуля устроила скандал. Нам дали пару вареных яиц и хлеба в дорогу и отправили восвояси в столицу, чтобы первой же электричкой. Ну и пожалуйста. Надо было тогда послушаться твою бабушку и вернуться домой, смеюсь я. Вот дуры малолетние. Но как уехать, если рядом озеро и лес, на дворе лето, за спиной гитара, а тебе всего 17 лет? Мы искупались и вдоволь позагорали, чтобы подсушить белье. Позавтракали яйцами. Хлебнули шампанского, кое-как затыкали пластиковую пробку, обратно бутылку. Было решено, останемся на ночь и уедем утром. Первой же электричкой, как и завещала бабушка. В сельпо купили литр столичной, упаковку крекеров, чего для нашего вида досуга было совершенно достаточно. Уселись на остановке в надежде, что пройдет кто-то из Катиных знакомых с дач. Там сейчас точно городские тусуют и пойдут бухать в шелас. Вот мы к ним и напросимся, там и Леша будет. После первых глотков непривычно крепкого по пищеводу растянулось приятное тепло, из чехла извлеклась гитара, мелодичный Катин голос затянул по трамвайным рельсам. Жара спала, сменившись душистым предсумеречным темпом. Скоро на дороге стали появляться трупки подростков. К одной из них мы подскочили, стрельнули пару сигарет и получили подтверждение. Тусе в шалаше сегодня быть. Набивая себе цену, важно сказали, что, может быть, придем, но попозже дела. Шалашом называли сколоченную из досок бытовку в паре километров от досуга через частные дома и небольшой лесок. В деревеньке, конечно, был сельский клуб, но дачные его презирали. Как минимум за то, что всегда был риск получить в морду от местных. В шалаше же существовал свой фейс-контроль. Мимо нас пронеслась фура, и я вздрогнул от неожиданности. «Они тут ездить бывают», – меланхолично ответила Катя на мой незаданный вопрос. В объезд от шоссе всю дорогу раздолбали. В прошлом году тут авария была, остановку снесло и извинились. Я сделала глоток столичный и пожала плечами. Мол, бывает, как оно бывает, и узнала за год до этого, когда фура буквально расплющила одноклассницу. Она была не первой, кого я успела похоронить, но только она повадилась приходить ко мне во снах тяжелых и однотипных. Я до сих пор вспоминаю их с содроганием. Один и тот же сценарий. Она звонит мне и хохочет, что я повелась на такой идиотский розыгрыш. Разрывая меня на чистую ярость и облегчение, предлагает встретиться и самой убедиться. При встрече тянет за руку, говорит: «Ты нашла такое чудесное место», говорит, «пойдем, тебе непременно надо там побывать». Сны заканчиваются одинаково. В какой-то момент я чувствую легкий запах ладана и земли, касаюсь ее ледяной щеки, вижу злую улыбку и просыпаюсь. Пару раз я почти дошла с ней до чудесного места, а потом в мои 17 сны прекратились. Подростковая психика пластична. Очень скоро бутылка опустела больше, чем наполовину. Выдвинулась в путь, пока окончательно не стемнело. Частный сектор за шлагбаумом огорожен от дороги забором. Можно было срезать от деревни, но здесь только один вход, объяснила Катя. Ну, если не хочешь лезть через забор. Через забор лезть не хотелось. Я всегда быстро пьянела, поэтому мир
сократился до череды вспышек. Раз, и мы идем по тропинке и хохочем. Две, какая-то канава, через нее перекинут импровизированный мостик в виде узкой дощечки. Три, я на земле ничком. Пахнет болотом. Доска моя кончается, сейчас я упаду, продекламировала я, глядя во встревоженное лицо, склонившееся над канавой Кати. Ну ты даешь, блин, она помогла мне выбраться. В порядке? Сойдет. Я потерла шею, больно, но терпимо. Дай угадай, я грязная, как свинья. Сойдет, засмеялась она. Пойдем, пока все не разошлись. Пойдем, я покажу тебе чудное место. И я мотнула головой, чтобы сбросить непрошенные воспоминания. Черт, все-таки больно. Такая я неуклюжая, вечно на ушиб все Лизочки. Чашка чая в руках пахнет бергамотом. Фу, ненавижу этот запах, как будто швабру сварили. Сделала глоток еще и с сахаром или медом приторный незнакомый вкус. Какая гадость, сказала я вслух. Веселые вы девчонки, раздался хриплый босок откуда-то сверху. Мужик в самом делешний, майка, алкоголичка, семейники, халат поверх. Сейчас таких называют скуфами, кажется. Пей, полегчает, а ты, красавица, что свой не пьешь? Не люблю чай, отвечает Катя. Ну, у нас тут не кафетерий. Я окончательно открыла глаза, чужой недостроенный забор, аккуратно подстриженная лужайка. Вы бы поосторожней, хмыкнул мужик. А то вон один парень также тут шлялся и не вернулся, до сих пор не вернулся. В смысле, совсем? Спросила Катя со скомканным смешком. Краем глаза я уловила, как содержимое в ее чашке оказывается на траве. А кто же его знает, может, вернулся, да не туда. Он делает глоток, как будто ничего такого не сказал. Тут вообще много кто ходил. Пели, смеялись, а потом тишина. Он посмотрел мою чашку слишком пристально. «Места здесь чудные», — добавил он. Я уловила, как Катя напряглась рядом, незаметно, едва-едва, потом быстро кивнула. «Добрый вы человек», — сказал она. Голос был чуть выше обычного. «Спасибо за чай». Он кивнул, медленно, улыбка не дошла до глаз. «Дорогу показать?» «Нет, спасибо». Мы поднялись, я не помнила, как оказалось у него во дворе, совсем словно кто-то вырезал фрагмент. Или будто я туда никогда и не приходила. Катя шла впереди, потом обернулась, проверила, не идет ли он за нами. Поймала мой взгляд и тут же отвернулась. «Что это было?» – спросила я, когда мы вышли за калитку, провожаемые хмурым взглядом. «Ты о чем?» – с недоумением посмотрела мне Катя и остановилась на месте, озираясь. «Черт, я забыла, куда идти. А одни проселочные дороги, между домами ничего похожего на проход к лесу. Надо было все-таки спросить дорогу», – пожал плечами я. «Что чувствует жопа?» «Жопа чувствует, что нужно идти вперед и только вперед», – охмыльнулась Катя. «Я всегда плохо видела в темноте. Нет, я понимаю, что все люди плохо видят в темноте, но я остановлюсь слепым котенком даже с наступлением сумерек. Окружающий мир превратился в царство причудливых теней, и лишь светлая до белизны кожи Кати служилась ориентиром. Хотелось к костру, гитаре и шумной компании, но одновременно и подольше остаться тут, в этом моменте. Мы шли и шли, глаза слепались, потянуло в сон. Ни фонарей, ни света окон, только тени и густая летняя ночь. Катя откидывается в кресле, морщит лоб. «Слушай, а ведь мы тогда реально как-то странно вышли. Вроде забор был, а потом бах, и мы уже на дороге. Сидим на асфальте, и звезды такие яркие. Мы еще долго не могли понять. Там же точно был глухой забор, и тогда решили, что не выбрались, ахом отвечаю я». Катя хмыкает. «Утром мы были в электричке, наскребли на бутылку воды, сушняк был жуткий. Я улыбаюсь, но во мне все сжимается. Я не помню электрички, ни воды, ни дома, только лужайку, запах бергамота и исчезающие тени. А ты потом, мы ведь...» Она начинает сбиваться, как будто слова убегают от нее, и, смотря на меня, как будто только что наконец увидела. «Ты, кстати, совсем не изменилась. Поделишься молодильным яблочком?» Неловко попытка пошутить. «Мы уже не в кафе, мы стоим на остывающем асфальте. Вокруг тишина, над нами яркие звезды. Я мягко беру ее за руку. Все в порядке, говорю я. Просто я тут недавно нашла одно место, недалеко, очень красивое. Она не двигается. Мне кажется, тебе тоже стоит там побывать. Я ведь не сразу нашла дорогу». Катя замирает, смотрит на меня. Я не спрашивает где, потому что, может быть, в глубине души она уже знает.